Привет, друзья! Сегодня состоялась жеребьевка Лиги наций 2020-2021 года. Турнир поменял свой регламент. Вспомним, что в дивизионе D попали 7 самых слабых стран. В первой корзине посева оказались Гибралтар, Фареры, Латвия и Лихтенштейн. Во второй – Андорра, Мальта, Сан-Марино. Здесь в ходе жеребьевки будет сформировано 2 группы. В одной будет 3 команды, а в другой 4. Знакомимся с дивизионом C. Здесь выступают 16 сборных. Греция, Албания, Черногория, Грузия, Македония, Косово, Беларусь, Кипр, Эстония, Литва, Словения, Люксембург, Люксембург, Армения, Казахстан и Молдова. Тут будет сформировано уже 4 группы по 4 команды в каждой. То есть Беларусь, к примеру, получит в соперники команды только из этого дивизиона. Такая же система будет и в дивизионе B. Здесь выступают Россия, Австрия, Чехия, Уэльс, Шотландия, Сербия, Финляндия, Норвегия, Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния. Переходим к дивизиону A. Его формируют также 16 стран: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария, Бельгия, Франция, Италия, Испания. Далее Босния, Украина, Дания, Швеция, Хорватия, Польша, Германия и Исландия. Также здесь будет 4 группы по 4 команды в каждой. Формат и принцип выхода из каждой группы мы рассказывали в прошлый раз, ссылочку прикреплю вверху. Переходим уже к самой жеребьевке. В дивизионе D, как было сказано выше, 2 группы. В группе A оказались Мальта, Андорра, Латвия и Фарерские острова. Вспомним, что в прошлой Лиге наций Мальта и Фареры были в одной группе и заняли тогда последние места. А вот Андорра встречалась с Латвией, и их постигла та же участь. Еще добавлю, что Фареры и Мальта играли в единой группе, но другого турнира отбора к чемпионату Европы. Получается, эти сборные проведут вместе уже 3-й турнир подряд. Есть ли пересечение во второй группе? Тут сыграют Сан-Марино, Лихтенштейн и грозный Гибралтар. Лихтенштейн и Гибралтар в прошлый раз выступали вместе в одной группе, а вот в отборе к Евро все выступали порознь в разных группах. Первый тур стартует 3-5 сентября, второй пройдет с 6 по 8 сентября 2020 года. Следующий дивизион под буквой C. В первую группу C1 жребий определил Азербайджан, Люксембург, Кипр и Черногорию. В последнее время эти сборные не пересекались, даты первых матчей те же. Во второй группе C2 сыграют Армения, Эстония, Северная Македония и Грузия. Здесь есть единственное совпадение, которое составляет пара Армении и Северной Македонии, которые в прошлой Лиге наций были лидерами одной группы. Замечу, что Грузия в прошлый раз играла также в постсоветской группе с Казахстаном и Латвией. В третьем квартете выступит Молдова, Словения, Косово и Греция. Эти команды в последних 2 турнирах не пересекались. Четвертую группу формируют Казахстан, Литва, Беларусь и Албания. Эти парни также давно не виделись. Хорошо, а теперь дивизион B. В первую группу B1 попали Австрия, Норвегия, Северная Ирландия и Румыния. Можно отметить, что румыны и норвежцы недавно виделись в одной группе отбора на Евро 2020 года. Австрия и Северная Ирландия пересекались в другой группе Лига наций 2019. Ту группу выиграла Босния. В квартет B2 входят Чехия, Шотландия, Словакия и Израиль. Сразу вспоминается, что шотландцы и израильтяне играли вместе в прошлый раз. Более того, скажу, что эти команды играют еще в стыковом матче за выход на Евро. Получается, эта пара выступит также в 3-м турнире подряд. Словакия и Чехия также выступали в прошлой Лиге наций. Их группу выиграла тогда Украина. В 3-й группе выступает Россия, Сербия, Турция и Венгрия. Сразу совпадение России и Турции. В прошлый раз в их компании была Швеция. Думаю, что Россия и Турция здесь теперь фавориты. В группу B4 попали Уэльс, Финляндия, Ирландия и Болгария. Ранее пересекались уже Уэльс и Ирландия в первой Лиге наций, но их группа подалась Дания. Теперь первый дивизион. Нетрудно догадаться, что именно здесь сильнейшая группа. Итак, в A1 сразятся Нидерланды, Италия, Босния и Польша. Наконец-то мы не увидим голландцев и немцев, а вот Италия и Польша играют вновь. В прошлый раз их группу выиграли португальцы. У итальянцев есть еще одни старые знакомые по квалификации к чемпионату Европы. Это боснийцы. Группа A2. Англия, Бельгия, Дания и Исландия. Также 2 фаворита и 2 претендента на вылет из этого дивизиона. Давайте отметим, что впервые жеребьевка свела команды, которые сыграют на будущем чемпионате Европы 2020 года. Это я про Данию и Бельгию. То есть после европейского форума
форма, которая завершится летом, им вновь предстоит играть между собой в сентябре, октябре, то ли ноябре. Точное расписание будет известно позже. Вспомним, что Бельгия и Исландия входили в одну группу A2 в прошлой Лиге наций. В квартете А3 выступят Португалия, Франция, Швеция и Хорватия. Серьезно. Вновь две команды выступят вместе на двух ближайших крупных турнирах – Евро и Лига наций. Это я про Португалию и Францию. И в четвертую наисильнейшую группу попали Швейцария, Испания, Украина и Германия. Эти команды между собой в последних турнирах не пересекались. А какая самая трудная группа, по вашему мнению? Грядет отбор к чемпионату мира 2022 года. Рекомендую узнать, какие отличия на разных континентах. В любой непонятной ситуации ставьте лайк. Услышимся на спортивном.